Рухи двох автомобілів по шосе описуються рівняннями х1 дорівнює 2t плюс 0,2t квадрат, х2 дорівнює 80 мінус 4t. Описати картину руху. Визнати час і місце зустрічі автомобілів, відстань між ними через 5 секунд після початку відліку часу, координати першого автомобіля в той момент, коли другий перебував у початку відліку. Известно два автомобиля, которые есть уравнение первого автомобиля движения. x1 равно 2t плюс 0,2t в квадрате. И x2 равно 80 минус 4t. Определить время и место встречи. И кроме этого определить через 5 секунд, какое будет расстояние между ними. И координату x1, когда второй уже находится на початку відліку. Два уравнения у нас есть. x1 равно 2t плюс 0,2t квадрат, и x2 равно 80 минус 4t. Нужно описать их движение. Можно немножко для того, чтобы было ближе к алгебре, переписать их, чтобы был вид такой же. x1 равно 0,2t в квадрате плюс 2t. x2 равно минус 4t плюс 80. Понятно, что это является уравнение какое-то, где вид будет параболы. А это линия прямая, причем видно, что коэффициент при t – это свободный член, который поднимает на 80 значений от начала координат. Она будет направлена слева направо, второй по четвертую четверть. Но в любом случае, для того, чтобы построить графики этих двух уравнений, достаточно 2 точки получить, а для этого получить несколько точек. В данном случае мы видим, что x2, автомобиль второй, движется равномерно, хотя он движется в противоположном направлении. Скорость у него одинаковая и постоянная. А вот x1, скорость у него будет меняться с временем. Это в зависимости от t. Давайте определим сначала их графики. Нужно построить и определить место встречи. Но место встречи, понятно, они должны быть одинаковые по времени и по координатам. Запишем, что x1 равно x2. Место встречи. x1 равно x2. x1 0,2t в квадрате плюс 2t равно минус 4t плюс 80. Давайте будем его преобразовывать, чтобы оно было похоже на уравнение. Получается 0,2t квадрат плюс 2t. Минус 4t переносим сюда, тоже будет плюс 4t. И минус 80 равно 0. Приведем, это будет 6t у нас. Итак, запишем 0,2t квадрат плюс 6t минус 80 равно 0. Давайте умножим на 10 для того, чтобы избавиться от дробного коэффициента, который стоит t квадрат, чтобы нам было легче решать. Умножаем это все на 10. Получаем 2t квадрат плюс 60t и минус 800 равно 0. И теперь давайте разделим все члены этого уравнения на 2. Получаем t квадрат плюс 30t минус 400 равно 0. А теперь будем его решать. t квадрат плюс 30t минус 400 равно 0. Решение уравнения t будет равно минус 30 плюс минус корень квадратный с квадрата 30, это будет 900, минус 4ac. Поскольку здесь минус, значит будет здесь плюс. Плюс 4 умножить на 400 на единичку, это будет 1600. И делить на 2 равно минус 30 плюс минус корень квадратный из 2500 делить на 2. Корень квадратный из 2500 это будет 50. Минус 30 плюс минус 50, что делится на 2. Отсюда t будет равно, естественно, двум значениям. t первое равно минус 30 и минус 50 будет минус 80, делить на 2, это будет минус 40. Ну а t второе будет равно минус 30 плюс 50, будет плюс 20, делим на 2, t2 равно 10. Ну, судя по всему, наверное, t1 минус 40 нам не совсем подходит, а вот t2 10 подходит для того, чтобы продолжать это дальше. Теперь, зная время их встречи, можно знать, где они встретятся. Какое значение x2, например, или x1. Давайте посчитаем, чему будет равно x2. Проще считается. x2 при t равно 10 равно. Подставляем значение минус 4 умножим на 10. Я сразу уже перемножу. Плюс 80. Итого получается минус 40 плюс 80 будет 40. x2 при t равно 10 равно 40. Посмотрим, чему равен x1. t равно 10. Подставим значение 0,2 умножим на t квадрат. Это на 100. И плюс 2, что множится на 10. Равно 0,2 на 100 это будет 20. Плюс 20 тоже равно 40. На 40 метрах во время 10 секундах они встретятся. Давайте сейчас изобразим эти графики, чтобы было видно, какие движения. С места встречи мы как-то определили. Это будет время t. В секундах понятно. Тут у нас метр. Нам достаточно 2 точки для того, чтобы построить график x2. x2 у нас равен значению 80 минус 4t. Посмотрим, t равно 0. Первая точка. x2 равно чему? x2 равно 80. Вот мы первую точку получили. Давайте другую точку получим такую, чтобы она была более-менее как-то подходила. Ну, скажем, хотя бы 5, чтобы можно было легко поставить на этом графике. t равно 5, x2 равен
80 минус 20 будет 60. T равно 5, 20, 60. Вот получается вторая точка. И можем провести график уравнения движения x2 равно 80 минус 4. По этому графику видно, что линейное движение, скорость его не меняется в течение всего времени, потому что линейный угол наклона, который определяет скорость, угол наклона к оси t у нас постоянный, поэтому можно по двум точкам провести. Теперь давайте построим график x1. Это у нас получается 2t плюс 0,2t квадрат. Тут придется несколько точек строить, потому что график будет нелинейный, он ближе к параболе где-то находится. Поэтому t равно нулю, подставляем значение, x тоже чему равен нулю. t равно единице, x равен чему? 2 плюс 0,2, x 2,2. Если мы тут отметим, первая точка 0 здесь, вторая 2,2 где-то здесь, то давайте посмотрим равно. Пусть будет 2, это 4, плюс а в квадрате будет тоже 4. 4 умножим на 2, 0,8. То здесь будет у нас 4 плюс 0,8, ну где-то около 5, где-то вот здесь, поближе. Вот так, поближе. Давайте больше возьмем. t равно 5. X тогда будет равен сколько? 10, тут 25, ну 0,2, пятерка. Пятерка, x равен тогда 15. Давайте построим t равно 10. Посмотрим, что у нас выливается. t равно 10. Чему x равен? Уже посчитали, x равенство в 40. Ну еще раз. 20 плюс 20 будет 40. Вот этот график функции, он получается такой нелинейный. Видите? Скорость у него меняется. С временем это x1 равно 2t плюс 0,2t. Теперь надо определить x2. Если будет продолжать движение, он через какую-то секунду выйдет в начало. Давайте определим, на какой секунде x2 будет находиться в начале отсчета. Вот это, в нуле. Поставим значение x2 равно нулю. Тогда все это уравнение превратится в следующее. 80 минус 4t равно нулю. Итого 80 равно 4t. Итого t равно 20 секунд. Где-то далеко вот здесь вот t равно 20 секунд, во время 20 секунд x2 приедет в эту сторону. Посмотрим, на каком же удалении будет тогда находиться x1, когда t равно 20 секунд. Подставим выражение, получим 2 умножить на 20 плюс 0,2 умножить на 20 в квадрате умножить на 400 равно 40 плюс 80. И это будет равно 120 метров. Где-то далеко туда уйдет на 120 метров. Теперь нам нужно выяснить, какое же расстояние между ними будет через 5 секунд после того, как они начали двигаться. Расстояние определим между ними авто через 5 секунд. За 5 секунд автомобиль x1 проедет вот такое расстояние, сейчас посчитаем, x1 проезжает расстояние за 5 секунд. При t равно 5 секунд. Равно 2 умножить на 5 плюс 0,2 умножить на 5. Итого получаем. Здесь получается 10 плюс единичка плюс 5, 0,5, не 5, 25, извините, уже квадрат. 25 на 2 плюс 5 равно 15 метров. Автомобиль в течение 5 секунд, когда он проедет, вот здесь будет находиться на уровне 15 метров. Вот в этой точке он будет находиться через 5 секунд. x2 в какой точке будет находиться? Подставляем, когда t он проедет 5 секунд. Итого 80 минус 4, что умножим на 5, равно 60. Через 5 секунд он будет в этой точке. Смотрите, он проехал за это время 20 метров, а этот проехал 15 метров. Сколько между ними осталось? Если этот проехал 15 метров, этот проехал 20 метров, а всего между ними в начале было 80 метров, то расстояние между ними, дельта x, равно 80 минус 20, который проехал второй автомобиль, вот это расстояние, и минус 15, который проехал первый автомобиль. Это расстояние, вот оно, это обозначим дельта x или дельта s, как угодно. То есть это будет равно сколько? 20 минус 15. Это будет минус 35, будет 45 метров. Между ними расстояние через 5 секунд будет 45 метров. Итак, получили расстояние места встречи. t равно 10, x равно 40. Расстояние через 5 секунд равно 45. И когда x2 в начале, x1 равно 120 метров.